Стадо диких лошадей заметило плачущего мальчика на обочине сельской дороги. Сначала настороженно, но с любопытством они подошли к нему. Это случилось на закате, вдали от селений. Мальчику было не больше 6. Грязный, в рваной одежде, он казался испуганным и потерянным. Лошади окружили его, а вперед вышла кобыла и коснулась его носом. В ее спокойных глазах мальчик нашел утешение. Постепенно он успокоился, гладил ее по морде и почувствовал себя в безопасности. Когда стемнело, кобыла подтолкнула его, и он пошел за ней. Лошади привели его к старому сараю, где мальчик устроился спать на соломе. В это время пожилой фермер по имени Сэмюэл, обходя свои владения, заметил в сарае спящего ребенка. Кобыла охраняла его, стоя рядом. Сэмюэл осторожно разбудил мальчика. Тот назвался Томми и рассказал, что заблудился. Он не помнил ни адреса, ни фамилии. Сэмюэл приютил его, дал еду и кров. Томми скучал по семье, часто смотрел в окно, надеясь, что его найдут. Сэмюэл заботился о нем как о родном. Но однажды он заметил, что мальчик выглядит ослабленным, и отвез его в клинику. Врач поставил диагноз – истощение и нехватка витаминов. Сэмюэл строго следовал всем рекомендациям. Физическое состояние Томми улучшалось, но эмоционально он оставался замкнутым. Постепенно, с помощью доброты фермера и поддержки местных жителей, он начал открываться. Сообщество приняло мальчика. Приносили еду, игрушки, книги. Местная школа помогла ему начать учиться. Все менялось к лучшему. Но однажды в дверь постучали. Пришли полицейские и пара, представившаяся родителями Томми, мистер и миссис Томпсон. Они утверждали, что отчаянно искали сына. Мать обняла Томми, плача. Сэмюэл был потрясен. Как могли эти люди, бросившие ребенка, теперь претендовать на его возвращение? Томпсоны рассказали, что в тот день их охватило отчаяние из-за бедности, и они надеялись, что кто-то позаботится о мальчике. С тех пор их мучила вина, и они не прекращали поиски. Началась тяжба за опеку. Город разделился. Кто-то верил в раскаяние родителей, другие считали, что ребенку лучше остаться с Сэмюэлом. Томми тоже оказался перед выбором. На суде он выступил сам. Он сказал, что любит родителей, но именно Сэмюэл и местное сообщество дали ему заботу и чувство дома, когда он был один. Он рассказал, как лошади нашли его и как кобыла стала для него защитницей. Судья, впечатленная его словами, решила лично посетить ферму. Она увидела, как трепетно лошади, особенно кобыла, относятся к мальчику. После этого суд постановил, что Томми остается с Сэмюэлом, но его родители получают право на регулярные посещения. Это решение позволило сохранить связь и с семьей, и с новой жизнью. Постепенно образовалась смешанная семья. Томпсоны навещали сына, восстанавливали отношения. Сообщество продолжало помогать. Дикие лошади по-прежнему были рядом. Томми проводил с ними много времени, особенно с той самой кобылой. Однажды в парке прошел пикник, посвященный его новой жизни. Он был окружен людьми, которые его любили. Он понял, что больше не одинок. Его история – пример того, как сострадание животных и людей может изменить судьбу. Сэмюэла теперь считали героем. Он спас не только ребенка, но и вдохновил других. Томми обрел не только дом, но и целую семью, ту, что строится не только на крови, но и на доброте.